Всех приветствую на канале Football Stories. Супершоу с 6 голами. Интер в безумном финале взял Кубок Италии. Интер стал обладателем Кубка Италии в решающем матче кубкового турнира. Команды сыграли в ничью 2-2 по итогам основного времени. У Ювентуса голами отметились Александро и Влахович. У Интера отличились Барелла и Челханоглу, который на 80-й минуте точно реализовал 11-метровый. В дополнительное время на 99-й и 102-й минутах двумя голевыми выстрелами отметился Перишич, который, как оказалось, решил исход матча в пользу Интера. 4-2, Нерадзурри стали обладателем Кубка Италии 2021/2022. Интер по-прежнему борется за скудетто. Команда впервые за долгие годы пробилась в плей-офф Лиги Чемпионов и выиграла Суперкубок Италии. В январской битве с Ювентусом миланцы забили решающий гол на добавленной к овертайму минуте, вдобавок к этому взяв в играх с туринцами еще и 4 очка в серии А. Получается, привыкший в Лацио к работе в ограниченных условиях Симоне Индзаги проводит год эффективнее Массимилиано Аллегри. Но изначально было ясно, что возвращение опытнейшего тренера в Турин не могло дать мгновенного эффекта. А такие истории, как уход Роналду за несколько дней до закрытия трансферного окна или потери Федерико Кьёзе на большую часть сезона из-за травмы, слишком сильные удары для столкнувшегося с финансовыми сложностями клуба. Начав перестройку состава уже зимой, Бьянконери в итоге не смогли сохранить Паоло Дибалу и отказались от подписания уже почти согласованного контракта. Теперь, в фирменном стиле изгнанного в свое время из Турина Маротты, Интер может взять аргентинца на правах свободного агента. Вот вам и устаревшие методы работы, как считал президент Юве Андреа Аньелли. Да и матч в Риме начался по миланскому сценарию. Никола Барелла, сместившись слева, пробил столь сильно и точно, что Матио Перин даже не среагировал на вылетевший из скопления игроков мяч. И словно на контрасте с этим эпизодом Самир Ханданович выручил в не менее сложной ситуации, вытащив из угла удар Душана Влаховича. Туринцы после этого выдали очень мощный отрезок с несколькими опасными моментами, включая промах Дибалы, но в целом происходившее на поле не устраивало Аллегри. В противном случае он не стал бы, не дожидаясь перерыва, менять защитника Данилу на Альваро Морату. И эффект, даже с поправкой на паузу между таймами, получился практически мгновенным, так как испанец коснулся мяча после дальнего удара Алекса Сандру, тем самым дезориентировав Хандановича. В атаке приняла участие вся атакующая тройка Юве, а еще через 1,5 минуты снова прекрасно сыграл Мората. Да, пробившему вратаря со второй попытки Влаховичу ассистировал Дибала, но никакой голевой атаки не случилось бы, если бы испанец не смог выбраться из-под сумасшедшего прессинга. Интер на какое-то время поплыл. Однако туринцы не только не добили противника, но и слишком рано переключились на режим игры на результат. А вышедший со скамейки третьим центральным защитником Лео Бануччи на пару с Матейсом де Ликтом не уследили за скидкой Джока на Лаутаро Мартинеса. Аргентинец после контакта с ногой голландца с готовностью рухнул на газон, и Хакан Челханоглу с 11-метровой отметки вогнал мяч в девятку. Аллегри словно перехитрил сам себя, с концовки основного времени вернувшись к варианту с квартетом защитников. Только железо нужно ковать, пока оно горячо, а несчастный де Ликт в овертайме привез еще один пенальти. ВАР, сделавший подсказку арбитру, и отправившийся к точке Иван Перишич были беспощадны. А шедевр хорвата с попаданием в девятку окончательно добил Ювентус. Практически сразу Аллегри увидел перед собой красную карточку. Макс так и не стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии, а Индзаги взял его во второй раз, спустя 3 года после триумфа с Лацио. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.